Мне было 4 года. Мать оставила меня дома одну. А у нас было отключено электричество. Зажгла свечу. Было платье такое оранжевое, из нейлона. Нитка с кружева торчала. Я подожгла, и этот нейлон он вспыхнул очень быстро. Не горела заживо, я скорее тлела. И я кричала от боли. Мать вернулась, увидела меня, вызвали скорую. Я впала в кому. Сказали, что я вообще не выживу, потому что большая площадь поражения, серьезный ожог. Три года назад история Светы Уголек облетела буквально весь мир. На обложках известных мировых журналов российская хрупкая модель открыто демонстрировала страшные ожоги. Они покрывают 45% ее тела. Из своих интервью она достаточно смело заявляла, что смогла пережить эти страшные события, тяжелое детство, несколько изнасилований. И вот сейчас мы решили пообщаться со Светой и узнать, как живет известная всему миру российская модель. И, как оказалось, все это время она не могла избавиться от мысли о самоубийстве. И ее новая жизнь начинается только сейчас. Тебя называют воином света. Скажи, что для тебя это значит? Вот именно воин света. Ты им себя чувствуешь? Я, наверное, нет. И я говорила часто, что я вот как будто вышла из клетки, но клетка оставалась в моей голове, и я не понимала, в чем дело. В этих проблемах варилась, параллельно у меня были съемки, такая как бы там крутая, сильная, а внутри у меня все сломленное. И опять как-то вернулась к наркотикам. То есть вот все журналы, да, все съемки, где ты уже такая девушка, которая всех вдохновляет, ты еще внутри себя это не смогла еще до этого момента переработать? Я не понимала, да, все равно, что происходит, но я решила, что раз пошла какая-то... Мной интересуются медиа и фотографы, значит, я буду соглашаться, в зависимости от предложения. Я пролечилась. Сейчас не знаю, сколько... Последний сеанс у меня был 25 декабря. По вот это время, по середину апреля, я ничего не делала, просто дома лежала, отсыпалась и понимала, насколько, не знаю, материться можно или нет. Просто я была в шоке от того, что я наконец поняла, что я пережила. Но все твои ответы про принятие всего, так это было на самом деле, или ты принимаешь себя только сейчас? Принятие тела было тогда, я думаю, а принятие себя вот как всецело, как личности с таким прошлым произошло вот сейчас. Я вообще не думала, что у меня получится лечиться. Я всегда ставила на себе крест. И на съемке соглашалась, потому что думала, когда-нибудь все равно у меня кончатся силы, я покончу с собой. Все закрывают ожоги, потому что это некрасиво, считается. Я поняла, что как сам к себе будешь относиться, так и люди будут тебя воспринимать. Тебя обзывали? Да, горелкой, Франкенштейном. Что там еще было? Очень много. Все это свое воображение включали. Самый большой поток хейта пошел, когда мы все стали подростками, у девочек начала расти грудь, какая-то открытая одежда летом, а я не могла себе этого позволить, я очень сильно выделялась, и грудь у меня не росла. Чувствовала свое тело чужим. Прям, что как будто не мое тело, не знаю. Ты прятала? Да, я летом старалась ходить в закрытой одежде. А операция? Ты думала про операцию? Думала, да, чтобы, наверное, от меня отстали. Вообще мне делали операцию по удалению рубцов, потому что у меня физические ограничения были. И я думала, что меня травят за ожоги, наверное, надо, когда вырасту, обязательно сделать операцию, хотя бы убрать ожоги, может, сделать грудь, чтобы меня не травили. И я выглядела так, как хотят эти люди. Выглядела так, как им удобно, и на меня не было вот этого давления. И потом, когда у меня начало появляться какое-то свое я, свой какой-то образ в Инстаграме, и я решила, что нет, наверное, я откажусь от этого и просто научусь с этим жить.
И это будет куда лучше, чем не прятать, а просто принять вот правду, какой она есть. Уголек. Тебе, так понимаю, не обидно это прозвище. А как оно появилось? Расскажи вообще всю эту историю с самого начала. Псевдоним этот появился совсем случайно. Я жила тогда в детском доме, мне было 16-17 лет. Я очень часто пила, сбегала из детского дома. Вы пили прямо в детском доме пили? Нет, я уходила из детского дома на ночь, без разрешения, сбегала, в общем. Мы снимали там какие-то квартиры. Или парень, который меня изнасиловал, как сейчас я это понимаю, потому что во время лечения у меня вскрылась психотравма, что это было изнасилование, в общем, 16 Сколько лет. тебе было лет? 16, да? 16. Нет, 15. Еще 15 мне тогда было. Он тоже был из детского дома? Нет, но его мама работала в соседнем детском доме социальным работником. Он пригрозил мне, если я расскажу, то весь город об этом узнает. И он там скажет, что какие вещи он там со мной вытворял, и все будут меня там обзывать шлюхой и прочей грязи поливать. Для меня не было выхода. И я решила, что пусть я останусь в этой компании, но я буду напиваться и хотя бы на какое-то время забывать это. В одну из встреч он сказал, что вот я придумал тебе прозвище «Уголек». Это он придумал? Да, псевдоним дал мне он. Я думала, это какой-то друг, это дружеский псевдоним. Это оказался человек, который тебя насиловал. Как ты воспринимаешь сейчас этот псевдоним? Я нормально воспринимаю. Я просто, я старалась не касаться темы изнасилований все эти годы. И только после лечения записывали сеанс гипноза. Я рассказала об этом, и я призналась сама себе в этом. Но я не думала как-то писать заявление, что-то такое. Меня и до этого насиловали, я думала, это нормально. В смысле это нормально? Как это? Думала, что нормально, что... А кто тебя насиловал? Я подвергалась растлению с 9 до 12 лет, потому что моя мать очень сильно тогда пила. Она могла не пить день-два. Я думала, вау, все, у меня мама сейчас устроится на работу, у меня будут наконец-то нормальные вещи, а не обноски, которые отдают соседи, что у меня будет покушать дома всегда, у нас там электричество будет, и, я не знаю, может быть, наконец-то газ подключит, и не будет этой плитки страшной. Но ничего не менялось. В такие моменты, когда мне 9 лет, я не думала вообще о школе. Какая школа, когда я должна сама позаботиться о себе, где мне спать, что мне есть, и где помыться хотя бы. И дошло как-то до того, что у меня была подруга тоже из малообеспеченной семьи, и ее там тоже изнасиловали. И потом в дальнейшем она как-то что-то занималась проституцией, но это невозможно назвать проституцией, потому что ей было лет 13. И она обвязала меня, мне было 9 лет. Я не понимала вообще, чего хотят от меня эти мужчины. Я не понимала, что такое секс. Просто они делали со мной, что хотели. Я получала за это 500 рублей, бежала на эти 500 рублей, покупала какую-то еду, там колбасу, может быть, ела ее где-то во дворе. А физически что ты чувствовала? Тебе это, насколько это было нормально, ненормально в твоем микромире, в котором ты находилась? Я, наверное, ничего не чувствовала. Это просто было для меня нормальностью, потому что, наверное, у меня уже на тот момент были какие-то проблемы с психикой. Да 100% они у меня уже были, потому что насилие со стороны матери, со стороны сверстников, плюс эта тяжелая травма с ожогами, адаптация. Там было к 9 годам было очень много. И матери я рассказала об этом, наверное, 3 недели назад только, когда она мне звонила. Мне запрещено это с ней сейчас? общаться. Да, мне запрещено с ней общаться. И у меня все номера в черном списке, я не нуждаюсь вообще в общении с ней, потому что, смысл? Она звонит пьяная, жалуется на жизнь, просит у меня денег. Вообще рассказала эту историю, что она виновата в том, что меня насиловали, она виновата в том, что у меня проблемы с психикой, что она поступала вообще неправильно. Я помню, как она заворачивает мне руки, ноги, то есть она сидит на мне, и она задирает футболку, кофту, не знаю, что там на мне было, и рядом лежал нож, и она так прям в живот. Я думала, все, это тот момент, когда она бьет, потому что каждый раз, когда она избивала меня, она стремилась к тому, чтобы лишить меня жизни. Она всегда кричала: «Я тебя родила, я тебя убью». Но это было не первое ножевое
Это было третье. Я помню еще несколько моментов. Но первый, когда я была совсем, наверное, маленькая. Я помню, что я прошусь на улицу, она стоит, режет рыбу с отчимом. И я ее типа разозлила, она обернулась, и вот этот вот, я не знаю, тесак, нож для мяса, она кинула его в меня, и он залетел мне в рот. Я не знаю, я считаю, что это просто чудо, потому что я там также за долю секунды как-то повернулась к стенке, и он просто отрубил зуб и в щеку вошел, почти полностью разрезал, и я успела выбежать из дома. Он выпал, там кровь сразу, я успела выбежать из дома, из подъезда. Я помню, что я стою возле подъезда, и у меня просто вот так много крови из рта, и потом я ничего не помню. А почему она хотела тебя убить? Она хоть раз это объяснила? Это была Я какая-то думаю, обида. что это какие-то ее внутренние обиды. И вроде как она и рожать меня не хотела. И мать научила меня пить, курить сигареты и курить траву. И сама снабжала меня и травой. И я Зачем? вот недавно вот это осознала. Но Как это вообще происходило? Она тебе это все приносила и говорила, давай? Сколько тебе было лет в этот Я момент? отказывалась с ней выпивать, когда приезжала домой и ругалась. Сигареты я курила. И... Слушай, я просто читала историю твоей матери. Я так понимаю, что ее родители, да, и тоже превратили ее жизнь в некоторый ад, с ее точки зрения, да, лишив ее возможности развиваться. Может, она тебе мстила через тебя за свою родню, чтобы твою жизнь испортить, как испортили ее? Я в какой-то момент пыталась разобраться в этом, но почему-то единственное, что я поняла, это вот, что она не смогла реализоваться так, как хотела, потому что она хотела быть пианисткой, а родители подкосили. Потом отец мой, там, типа, большая любовь у него была, он погиб. Муж, отец сестры тоже там погиб как-то от чего-то. Потом еще отец матери погиб. Как-то, я не знаю, что ее сломало, но писька у нее поехала, когда она сошлась с отчимом и начала пить, потому что наркотики, алкоголь, это все просто обостряет состояние. И когда я здесь в Москве начала употреблять, у меня признаки шизофрении сразу начались, но я поняла, что нет. Я пару раз попробовала, поняла, что нет. Нельзя. Просто как-то инстинкт самосохранения у меня, видимо, работал. Всегда выживала. Почему-то для меня до сих пор загадка. А тебя мать как-то поддерживала с твоими ожогами? Вообще, как она к ним относилась? Она стеснялась этого очень. И потом я показывала уже и свои фотографии, что вот я смогла это так в лучшую сторону для себя вывернуть, что у меня отношения есть, меня любят, меня принимают такой, какая я есть. Но она этого не понимала. Она шрамчики спрячет, там, как-то операцию, там, что-то, она, не знаю, другого склада ума, что это и для меня необычно, что так все кончилось, потому что я не встречала таких людей, я не знала, что такое быть позитив. А ты считаешь себя обычной и принимаешь свое тело, или ты все-таки считаешь себя уникальной? Я считаю себя скорее, наверное, не то чтобы уникальной. Мне себя немного жалко. Я знаю, что жалеть себя нельзя, но мне себя жалко, потому что у меня не было нормального детства, потому что иногда я прохожу мимо детских площадок, и я вижу просто нормальные семьи, как мама заботится о своем ребенке. А у меня такого не было никогда. Я вообще не помню, чтобы мать когда-то со мной гуляла. Я в детский садик сама ходила только потому, что она типа пьяная была, говорит, одевайся, иди. Вот этот ужас, который я проживала, он для меня был нормален. До того момента, пока я не переехала в Москву и не начала рассказывать это людям. Потому что реакция была такая, людям становилось меня жалко, сочувствовали. Что как-то может быть все вообще по-другому. Что вообще мир, в котором я росла, он абсолютно неправильный был. Наверное, если бы я призналась себе в этом тогда, когда я поняла, что вот мать моя со мной неправильно поступала, что у меня ожоги, и, в принципе, все детство у меня было несправедливости,
Я думаю, что я бы не выстояла, потому что у меня была не одна попытка самоубийства. Когда была первая? Мне уже исполнилось 16. Я завалила экзамены. Из-за экзаменов? Да, потому что на меня давили учителя и воспитательницы в детском доме. Говорили, что если я не сдам, не пройду в 10-й, то мне придется пойти в техникум. А техникумы, которые у нас в городе, я понимала, что и после 9-го у нас уходили, такие не самые умные ребята. Вообще, на самом деле, мне страшно слышать про суицид от человека, который сумел выжить после всех этих попаданий ножом и Я этих не знаю, избиений. что это, почему так. Потому что тогда я пришла домой, взяла веревку, увидела мать пьяную, такая, в принципе, перспектив у меня нет никаких, наверное, в этой жизни, раз даже родная мать считает, что я должна умереть. И ребята все гнобят, и экзамены я завалила, то есть, ничего подобного. Ничего хорошего у меня нет, плюс еще и ожоги, то есть будет тяжело жить, думаю. А вот эта история с твоим перелетом, когда тебя еще в розыск объявили, это когда все произошло? В розыск это было в 17 лет. И решила, что если я поеду в Москву, уже точно, когда буду переезжать после выпуска из детского дома, я, в общем, подумала, что надо оказаться в Москве пораньше и посмотреть, точно ли я хочу общаться с этими людьми, точно ли я влюблена в этого парня. Она тебе сразу рассказала свою историю? Нет. Я узнал об этом случайно в Инстаграме, спустя 2 года после того, как я с ней познакомился. Да ладно? Да, она решила первую фотографию свою выложить. И такой, вау. Первый раз увиделись в 2019 году вообще. Она не сильно изменилась, но характером только изменилась. Была более жесткая, чем сейчас. Она приехала, и я просто с нее глаз не сводил, наверное. Так мы с ней начали более тесно общаться, и там уже все пошло-поехало. До этого у меня не было никаких отношений, я вообще не думала, что у меня может быть что-то, потому что у меня ожоги, у меня изнасилование, и вообще, как-то я не видела себя в этом. Что парень тебе сказал по поводу твоих ожогов? Я не помню, наверное, что-то прикольно, что ты необычная. Он вообще был первый человек, который в тебя поверил? Да, я думаю, что да. Я задумалась об этом тоже так совсем недавно, после лечения. Тебя пару лет назад включили в список женщин, которые вдохновляют. А кого ты вдохновляешь? В первую очередь женщин, у которых тоже ожоги. И мужчин. Не так давно мне писал мужчина, у которого точно такой же ожог на груди, как у меня. Как ты относишься к людям, обычной стандартной внешности, которые пытаются что-то поменять в себе постоянно, которые вечно ей недовольны? Есть тут большая проблема у нас у женщин, я заметила. У девочек с раннего возраста с самооценкой. Нормальное лицо, нормальная фигура, нормальные волосы. Нет, она не воспринимает свою грудь, нормальная грудь. Как может быть ненормальная грудь, я не знаю. Как может быть ненормальная фигура? Просто, я считаю, что это какой-то бред. Почему как-то я научилась жить с этим, и я могу выходить на улицу без косметики, например, и как-то не прятать себя, а они не могут, и при этом это мои лучшие подруги. И у меня были девочки, которые писали мне, Света, как ты себя приняла? И я давала им свои какие-то правила, свои пункты, как, потому что это не происходит за один день. Давала какие-то инструкции, предлагала, что если будут вопросы, пишите я скажу, что как, потому что, я думаю, что если у меня получилось в моей ситуации, у меня прям ситуация, прям очень дерьмовая, прям, точно. Возможно, еще есть хуже, но это уже точно. Как ты считаешь, плохо. как тебе это удалось? Мне просто было интересно, что будет дальше. А ты бы не хотела дальше это все развивать? Ты могла бы, не знаю, возглавить какой-то фонд, помогать людям. Есть такие мысли? Я думала об этом, да. Я понимаю, что можно куда-то дальше. То есть можно расти с этим, но
Сейчас вот просто не знаю, я задумалась над тем, что успехом считается там какая-то хорошая зарплата, там, если еще популярность есть какая-то, там где-то ты что-то возглавляешь, что это вообще круто. И я поняла, что вот в силу вот такого детства для меня успех сейчас, то есть для меня уже все было. У меня там была своя квартира, у меня там были большие гонорары, у меня была популярность. И просто сейчас вот я живу очень скромно, с молодым человеком, у меня есть хомяк, у меня есть цветы, у меня есть там инстаграмчик с какими-то своими фотографиями. Я чувствую, наверное, себя уже так, как будто я все прожила. У меня, так энтузиазма, наверное, немного, не знаю. То есть, несмотря на то, что психику мне восстановили, мне кажется, вот как-то я все равно отличаюсь от 21-летних людей. После лечения я еще впала в позицию ребенка. Я какая-то очень такая ранимая, скажем. У меня пошли эмоции, и это такие детские эмоции. Прям, не знаю, я вот в магазине... Да, в магазине не могу пройти мимо там детского отдела. Мне там интересно, что там за игрушки продаются. Потому что у меня в детстве не было такого. Мне никто ничего не покупалось. Заполняя вот эту пустоту, которая осталась, наверное, после лечения. Потому что вокруг... я прям чувствовала, что во мне много боли. Как будто внутри огромная такая рана. Из всех этих обстоятельств, которые меня травмировали, было очень много боли. А потом после лечения я прям чувствовала, что вот внутри меня прям пустота. А сейчас я вот как-то наполняюсь, не знаю, и лет почти настало, и я прям хожу счастливая такая. И мне прям нравится, что у меня есть эмоции. У меня не было эмоций. У меня не было ни чувств, ни эмоций, только негативные. Я так понимаю, что сейчас у тебя начинается такая новая жизнь. И у меня вопрос. Планируешь ли ты расстаться с прозвищем «Уголек»? С прозвищем думаю, что нет. Никогда. Даже если я закончу, решу, что мне нужна пауза, либо конец вообще съемкам, все равно прозвище, вот оно так в истории там интернета, пусть так и будет «Уголек». Потому что у меня все равно такой черный юмор сохранился. Но ты его готова с собой нести всю жизнь? Думаю, да.